Медведь лежит в воде, опустив нос под воду. Иногда он пускает даже пузыри. Может быть, он просто отдыхает от жары. Может быть, он высматривает рыбу. Никто не знает. Хозяин не боится нас совсем. Давай, иди домой, иди в лес. Сергею было всего 17 лет, когда он, будучи первокурсником биологического факультета МГУ, приехал в первый раз на полевую практику в Мурманскую область. Он тогда сам не понимал, что в центре Кольского полуострова его ждут необследованные биологами огромные территории, которые открывали для него на протяжении долгих лет новые страницы дикой природы. В течение четверти века каждый год он приезжает в центр Кольского полуострова и ведет свои наблюдения за пернатыми хищниками – орланом белохвостом и соколом сапсаном. Отойдя от реки на пару километров, вы можете неделями бродить по девственной северной тайге, не встретив ни одного человека. Буквально все вокруг даст вам понять, что вы действительно оказались в краю нетронутой северной тайги. В среднем течении самой крупной на Кольском полуострове реки Паной расположена огромная заболоченная территория, называемая Панойская депрессия. Непроходимые болота, сотни больших и маленьких озер, многочисленные реки и ручьи, отдельные скальные выходы создали за полярным кругом уникальную природную территорию, где сохранились редкие виды птиц, занесенные в Красную книгу. В середине 70-х годов, когда Сергей только начинал свои исследования, практически ни у кого в оленеводческом селе Краснощелье не было моторных лодок, и в поисках новых гнезд ему пришлось пройти сотни километров по бескрайним болотам Панойской депрессии. В те годы полевой сезон молодого орнитолога начинался в апреле и заканчивался в октябре. И чем больше Сергей находил новых гнезд, тем сложнее было с каждым новым полевым сезоном успеть отследить все гнездовые пары на этой огромной территории. Теперь, когда появилась возможность использовать моторную лодку, он успевает отработать сезон за 1 месяц. Но несмотря на это, работа в Панойской депрессии для орнитолога остается одной из самых тяжелых на полуострове. В период весеннего снеготаяния река Паной и ее притоки разливаются, превращая заболоченные территории в огромные озера. Рыба – основная пища орлана белохвоста, и в поисках добычи он кружит над озером.
Найти гнездо охотящегося орлана совсем непростая задача, так как в непосредственной близости от озер орланы редко строят свои гнезда. Как правило, озера окружают топкие прибрежные болота, и если вы не знаете дороги, то лучше не рисковать. Орланы строят свои гнезда на высоких кряжестых соснах. Иногда случается, что сучья сосны, на которую опирается гнездо, не выдерживают, и массивная конструкция обрушивается на землю, сводя на нет все старания пары продолжить свой род. Однако, как правило, взрослые орланы, будто чувствуя, что гнездо становится ненадежным, заранее строят новое жилище по соседству со старым и переселяются в него. Размер гнезда во многом зависит от его возраста. Иногда можно встретить гнезда до 3 метров высотой. Такие гнезда строились из года в год десятилетиями. Задолго до подхода к гнезду взрослая птица проявляет беспокойство, но нападать на человека не решается. Факт беспокойства птицы – хороший признак. Возможно, в гнезде есть птенец или даже пара птенцов. Теперь, когда сын Сергея подрос и отец стал брать его с собой в экспедиции, работать вдвоем стало значительно проще и быстрее. И прежде чем подняться в гнездо, обсуждается порядок работы, поскольку Сереже маленькому придется вести запись всех параметров. Будешь писать так же, но под единичкой эти, под двойкой эти цифры. Хорошо? Вот так, под двоечкой и так под единичкой. Сергей забирается на дерево в гнездо орлана отнюдь не из праздного любопытства. Непосредственное знакомство с птенцами позволит ему более полно проанализировать обстановку всей гнездовой территории. По сути, каждый пернатый хищник является как бы вершиной пирамиды в сложной биологической цепи остальных видов, проживающих на его территории. Работать с полуторамесячными птенцами в гнезде на вершине сосны далеко не легкое занятие и требует от орнитолога хорошей физической подготовки и определенных навыков. От ощущения того, что ты сидишь на куче старых высохших веток на самой макушке высокого дерева, оптимизма не прибавляется. К тому же порывистый ветер вносит дополнительные неудобства. Любая работа начинается с внешнего осмотра птенцов. Полные зобы – хороший признак. Косвенно можно судить о благополучии кормовой территории, активности самца и самки и их заботе о потомстве. Начали. Давай.
4150. 4150. Взвешивание позволяет точнее определить возраст, пол птенцов и их физиологическое состояние. Поскольку лапы младшего птенца оказались недостаточно развитыми для установки колец, он так и останется неокольцованным. Запиши, что второго окольцевать не можем, потому что кольцо пролезает через пальцы. Чтобы добраться до следующего орланьего гнезда, приходится на лодке проплыть десятки километров по реке Паной и одному из ее притоков. В некоторых местах дорогу преграждают упавшие деревья, и здесь без топора не обойтись. На последних километрах протока становится настолько узкой, что лодка едва протискивается между заросшими ивняком берегами. В таких местах практически никогда не бывает людей. Но даже причалив к берегу, рано говорить об окончании маршрута. Впереди огромное болото, которое само по себе является сложным препятствием. Перспектива купаться в болотной жиже, мокнуть от дождя и при этом сходить с ума от гнуса отваживала от этих мест многих молодых орнитологов, отработавших с Сергеем хотя бы один полевой сезон. Последнее препятствие на пути к гнезду – большое озеро, для пересечения которого у Сергея припрятано старое каноэ. Из всех гнезд это самое дальнее, но и до других приходится добираться не менее сложными маршрутами. Конструкция кроны дерева иногда не позволяет работать орнитологу прямо в гнезде. В таких случаях приходится снимать птицу с гнезда и продолжать работу на земле. Когда у семейства орланов появляются два птенца, младшему всегда труднее выжить. Или сам умер от голода. Видимо, на этой территории у них очень плохо с кормами. Самца до сих пор не видно. По предложению Всемирного фонда охраны дикой природы, с 1988 года Сергей проводит цветное кольцевание орлана белохвоста на Кольском полуострове. Кольцеванию подвергаются только птенцы в возрасте от 4 до 8 недель. Птенцы младшего возраста имеют недостаточно развитые для установки колец лапы. Птенцы старшего возраста при приближении человека к гнезду, испугавшись, могут выпасть из него. Видишь, поскольку у орлана цевка не оперена полностью, эта программа имеет смысл, потому что кольцо в сидячем положении у птицы, оно опускается к пальцам на голую часть цевки.
И прекрасно видно в бинокль или в подзорную трубу эти номера, цветовые комбинации. Вот. А у беркута оперенная цевка полностью, поэтому не имеет смысла их кольцевать такими кольцами. Пока отец подготавливает одноразовые инструменты для взятия крови на генетический анализ, Сереже маленькому поручено отгонять от птенца комаров. В гнезде на верхушке сосны, обдуваемой ветром, комаров практически не бывает, и сейчас они особенно ему досаждают. Отбор крови у птенцов проводится в рамках международной программы изучения генетического статуса и степени родства различных географических популяций путем анализа молекул ДНК. В специальном маленьком контейнере с консервирующим веществом кровь птенца будет доставлена в лабораторию для последующего ее изучения. Дальше оттягивай, отходи. Сейчас будет суп. Да, он наверху. Взял. Отлично. В отличие от орлана-белохвоста, сокол-сапсан гнездится, как правило, на небольших уступах отвесных скал, с таким расчетом, чтобы ни один наземный хищник не мог добраться до его гнезда. Погодные условия при поиске гнезда сапсана вносят свои коррективы, и если температура окружающего воздуха низкая, то нельзя допускать длительного отсутствия самки вдали от своего потомства. Иногда гнездо не удается обнаружить после того, как сапсан потревожен. В этом случае лучше отложить поиски до следующего раза, когда погода будет более теплая, иначе птенцы или яйца могут переохладиться. Чтобы не спугнуть родителей раньше времени, приходится буквально подкрадываться к гнезду сокола. Но, как бы ни был осторожен человек, сокол заметит опасность раньше, чем потенциальный враг приблизится к гнезду. Взрослая самка проявляет большое беспокойство при появлении опасности. Для того, чтобы подобраться к гнезду сапсана, часто приходится пользоваться альпинистским снаряжением. Сережа! Пиши. Устройство гнезда сокола в значительной степени отличается от гнезд других птиц, где, как правило, используются ветки деревьев и трава. Найти такое гнездо сложно, поскольку как снизу, так и сверху его не видно. Сапсаны обычно откладывают от 2 до 4 яиц, но не всегда птенцы вылупляются изо всех. Многолетние исследования сокола позволяют предположить, что это происходит вследствие загрязнения взрослых птиц во время зимовок, на пролете, когда сокол питается видами, обитающими на территориях, где используются пестициды. Скорлупу забираем. Будет возможность проанализировать уровень загрязнения. В
94 и 95 годах в рамках международной программы Сергей совместно с американскими коллегами установил на 4 взрослых птиц спутниковые передатчики, что позволило в течение года узнавать обо всех перемещениях птиц. Как выяснилось, соколы с Кольского полуострова на зиму отправляются на юг Западной Европы, во Францию и Испанию. С каждым днем, обследуя новые гнезда сапсана, можно было проследить динамику появления на свет молодых птенцов. Благодаря длительному отсутствию дождей, многие болота успели подсохнуть, что в значительной степени облегчило пешие маршруты от гнезда к гнезду. В среднем течении реки Паной есть старая заброшенная деревушка Ивановка, в которой проживает лишь один человек. У местных саамов это местечко называется Чалмне-Варре, что в переводе означает «глаза леса». Благодаря найденным поблизости камням с выдолбленными петроглифами, возраст которых около 2000 лет до нашей эры, Ивановка стала знаменита. Самым большим неудобством для путешественников Панойской депрессии являются комары. От них невозможно спрятаться. Для того, чтобы выгнать их из старой нежилой избы, приходится прибегнуть к испытанному средству дымокуру. Но эта мера на самом деле оказывает лишь временное облегчение. Через некоторое время изба вновь наполняется монотонным гулом летающего гнуса. Наилучшим местом для ночевок остается хорошая палатка, в которую комары не могут проникнуть. Благоприятными местами для гнездования сокола сапсана являются скалы, находящиеся в непосредственной близости от крупных озер и болот, где обитают многие виды водоплавающих и куликов. Между пернатами существует постоянная борьба за территорию. Сапсан, пикируя на земняка, изгоняет его, следуя инстинкту охраны потомства от приближающегося хищника. Конюку ничего не остается делать, как с позором покинуть чужую территорию. Под конец июня погода портится и становится дождливой, но остались необследованными еще несколько гнезд. К началу июля птенцы заметно подросли, но они еще недостаточно развиты, чтобы их можно было окольцевать. Когда прохладно, птенцы прижимаются друг к другу, стараясь сохранить тепло. В жаркую погоду они, наоборот, расползаются друг от друга подальше, обеспечивая тем самым постоянный температурный баланс. Возвращаясь из экспедиции, Сергей заглянул еще раз в Ивановку, где встретил своего старого знакомого Николая Кузнецова. Такой нельзя шутить. Good idea. Хороший идея.
Николай является мэром Ивановки и по совместительству единственным ее жителем, если не считать проживающих с ним кота Леопольда и собаки по кличке Муха. В течение 27 лет Сергей работал в Панойской депрессии практически один. За эти годы он сумел только цветными кольцами окольцевать 107 орланов-белохвостов и выявить почти все гнезда редких видов. Это прекрасно видеть столь близко дикую совершенно птицу. Видеть, насколько она спокойна в присутствии человека.